Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Наталья Ксенчак. И сегодня мы с вами поговорим об уличной моде, о том, как она зародилась и где. Уличная мода – это мода, которая появилась и впоследствии приобрела свою популярность на улице. Главным источником новых явлений уличной моды, как правило, является молодежь, но есть и более зрелые представители. Теперь, чтобы диктовать моду, совершенно не обязательно быть великим кутюрье или дизайнером одежды. Большинство современных дизайнеров черпают вдохновение именно на улицах, а умение угодить уличным модникам – один из главных секретов успеха бренда. Уличная мода начала зарождаться в двух крайних евразийских государствах, в Японии и Англии после Второй мировой войны. И возникла она там, где слишком сильны были традиции, ведь и Япония славится своими сильными традициями, и Англия. Возникновение уличной моды в Англии в начале 50-х годов 20 века. Начало 50-х годов – это Англия, переживающая послевоенный период, восстанавливающаяся после разрушений. В 1945 году в Англии сменилась власть, и особенность этих властей была в том, что они обещали людям в послевоенной Англии навести порядок и вести в целом мирную жизнь, но на самом деле они вели достаточно агрессивную политику, которая способствовала, по сути, развязыванию новой войны. Это повлекло за собой снижение уровня жизни населения, повышение цен на продовольственные товары и товары промышленного производства. В 1951 году к власти пришли консерваторы, которые пытались стабилизировать обстановку, но это было достаточно сложно сделать. И получилось так, что Англия достаточно продолжительное время была, по сути, лишена всех благ, а она привыкла быть в достатке, быть в изобилии. Она всегда считалась страной экономически стабильной, экономически развитой. И такая политическая ситуация, конечно, дестабилизировала в целом отношения внутри страны. Поначалу она отражалась в том, что люди негодовали политикой властей, а затем это разногласие, эти противоречия отразились и в том, что возник слишком яркий раскол между старшим и младшим поколением. И, конечно, самая смелая, самая активная часть населения, это молодежь, она взбунтовалась, и в частности это проявилось и в одежде. И как раз в то время стал набирать популярность такой тренд, как DIY, то есть do it yourself или сделай своими руками. Уровень жизни был слишком низок, конечно, доступа к хорошей одежде, к новой одежде не было, поэтому люди стали чинить старые вещи, стали переделывать и шить сами. С 1962 по 1982 годы английская мода Лондона уличная оказывает сильное влияние на моду в целом, на европейскую моду. Многие дизайнеры черпают свое вдохновение именно из стиля уличных модников этой страны и ее столицы, а изготовление вещей своими руками превратилось в отдельную профессию, которая актуальна до сих пор, и в принципе даже на YouTube вы можете до сих пор увидеть ролики с пометкой, с тегом DIY, и это значит, что в данном ролике будет показываться что-то по переделке вещей, либо созданию их своими руками. Возникновение уличной моды в Японии в конце 80-х годов 20 века. Вторая точка зрения на возникновение уличной моды связана с ее развитием в Токио в 1980-х годах. Течение уличной моды, как и в случае с Англией, было неразрывно связано с протестом молодежи, но в этой стране молодежь протестовала против традиций и особенно против японских идеалов красоты. Следует учесть, что японское общество долгое время было закрытым для западных культур. После поражения во Второй мировой войне токийский район Харадзюку был заселен семьями американских солдат. К 1950 годам в этом районе уже твердо укоренился западный стиль одежды, элементы которого стала перенимать японская молодежь. В первое время эти заимствования были только уделом, так сказать, единичных экземпляров, но затем эту моду стали перехватывать все больше и большее количество молодежи, и таким образом целые субкультуры стали образовываться и становиться частью уличной моды.
Параллельно с тем, как в Японию стали заселяться американские солдаты, туда же стали проникать и различные периодические издания о моде западные, и фильмы, и музыка. В общем, Японии стал насаждаться западный образ жизни. Конечно, все это еще сильнее повлияло на японскую молодежь, которая к тому времени уже начала протестовать против традиций Японии. Японской молодежи хотелось изменить консервативный японский костюм и найти способы самовыражения через свой внешний вид. Западная культура предоставила такую возможность, предложив больше свободы и разнообразия. В первую очередь, новые симбиозы в костюме проявились среди фанатов отдельных музыкальных стилей. Пиком изменений в одежде стали 80-е и 90-е годы прошлого столетия, и эти изменения разрослись до таких масштабов, что если поначалу западная мода влияла на японскую, то теперь вот это новое субкультурное молодежное течение, оно стало уже влиять на западную культуру, и западные дизайнеры стали черпать свое вдохновение именно на улицах Токио, и особенно в районе Харадзюку. Несмотря на то, что лондонская уличная мода появилась на 30 лет раньше, чем токийская, все-таки именно Японию принято считать родоначальницей уличного стиля. А все произошло благодаря сети интернет. Дело в том, что когда уличная мода только появилась в Англии, как я уже говорила, это было в 50-х годах, компьютеры тогда только-только стали появляться, и они не были массовым явлением, и распространение информации, и особенно информации о моде, оно не было масштабным. Когда же в 90-е годы уличная мода Японии стала достигать своего пика, своего апогея, то тогда как раз и появились повсеместно компьютеры, которые помогли посредством сети интернет распространить информацию о субкультурах. Уличная мода – это современная альтернатива высокой моде. Именно в цифровую эпоху общество требует большего разнообразия и максимальной скорости появления новых стилистических решений. Один дизайнер уже не может диктовать свои взгляды толпе, теперь все наоборот, теперь дизайнер должен вычленять идеи, тенденции, какие-то новые интересные решения как раз из толпы, чтобы интерпретировать и отдавать ее обратно в толпу. Мода улиц продолжает развиваться и экспериментировать, но, к сожалению, в России это течение не получило пока что столь явного размаха. Но даже в России есть огромное количество людей, которые выглядят интересно, выглядят стильно и показывают всем свою яркую, неповторимую индивидуальность с помощью одежды. Если вам понравился этот ролик, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Ну и всем пока, до новых встреч!